Привет, друзья! Сегодня наступил тот долгожданный день, когда я собираюсь все-таки купить новый дрон. Как вы помните, старый дрон приказал долго жить, он захотел искупаться, что было несовместимо с его оперативностью. Вот, и благодаря всем, кто помогал, у меня должен появиться новый дрон. Вот, так что скоро узнаем, как он будет выглядеть. А увлечение моими дронами началось еще в 2017 году, когда вышел первый Mavic. Вот, и он был первый маленький дрон, для которого не надо было носить чемодан. И тогда я решил как раз купить себе Mavic и попробовать посмотреть, что с этого получится. Ну и после этого почти каждые выходные я куда-то ездил, летал. Вот. Даже летал по Америке с дроном и получил разрешение на полеты в Америке. Вот. Летал в Исландию. Благодаря дрону были красивые видео с Исландии. Вот. И еще ездил с дроном, я думаю, в Колумбию. Ну, в Колумбию точно. И там тоже получил, несмотря на мой слабый испанский, разрешение на полет, официальную бумагу, которая позволяла мне летать в Колумбии. Вот. Надеюсь, новый дрон побывает в больших странах. Вот. И первый мой дрон был Mavic Pro. Вот. Он был с 2017 года и как раз вот до 2024. Ну и вот я приехал в Micro-центр. Это большой технологический магазин, один из любимых моих магазинов в Южном Бруклине. Вот, он находится в Industrial City, и там очень много разной техники, которую не найти в других магазинах. Сейчас посмотрим, есть ли там дрон. Вот такой огромный магазин и много-много всего. Умного дома, клавиатур, дронов, все что угодно. Поэтому мне и нравится. Можно иногда прийти посмотреть, как это все выглядит. Вот, а потом уже решить, стоит покупать или нет. Раньше, по-моему, даже сейчас стоит геймерское кресло. Вот такой интересный сетап для тех, кто любит играть в гонки. Как оказалось, дроны не на дисплее, а они на складе. Поэтому пока мне приготовят дрон, я продвигаюсь к кассе с ожиданием нового дрона. Вот. Ну и как можно видеть, тут много-много всего интересного в магазине. Немножко ветрено, но вот новый дрон. Теперь будем его испытывать. Надеюсь, ветер не помешает. Теперь давайте откроем, посмотрим, что же внутри. QR-код с инструкциями. Дрон уже упакован сразу в кейс. Больше в коробке ничего нет. Вот такой красивый кейс с ремешком. Здесь есть отдел для SD-карты, если вы захотите. И сам дрон. Написано, что внутри то, что входит в экстра пакет. То есть это DJI Fly More Plus Combo. Тут есть дополнительные пропеллеры. Если вдруг получится так, что вы куда-то врежете, пропеллеры поломаются, то можно заменить. Инструкция на английском. Маленькая отвертка. Я так понимаю, чтобы устанавливать пропеллеры. USB-C кабель. И USB-B, USB-C кабель. У нас есть пульт управления. Это версия пульта, которая идет сразу с экраном. Вот тут контроль над дроном, кнопки фотографии и видео, антенки и, я так понимаю, дополнительные штучки, чтобы его поставить.
И для SD-карты отверстие и для USB кабеля. Коробочка для батарей. В этом комплекте дается 3 батареи. Каждая из них где-то на 40-50 минут полета. Вот, их можно тут заряжать и хранить. Очень удобно. В Mavic Pro такой коробочки не было. И вот сам дрон. Совсем маленький. Вот так он выглядит упакованный. Новая будет птичка. Получается у нас очень удобный кейс, небольшой, дрон, пульт, батареи, пропеллеры и провода. Вот такой комплект. Вот так даже наглядно понятно, насколько справа у нас Mavic Mini Pro и слева Mavic 3, ну, то есть Mavic Pro, мой старый дрон. Насколько они различаются. Хотя по характеристикам абсолютно одинаковые. Даже в Mavic, в новом дроне, есть очень много сенсоров. И снизу, и спереди, по бокам. Практически на 360 градусов. Когда в старом дроне они только были спереди и снизу. Вот такое вот следующее поколение моего хобби. Включил пульт, прикрутил вот эти джойстики и теперь экран установки. Соглашаемся с правилами, выбираем страну, выбираем Wi-Fi, вводим пароль, ждем подключения. Это в первый раз я включаю дрон, поэтому даже не знаю, что ждет меня впереди. Дальше выбираем наш часовой пояс. Бейджинг, нет, не Бейджинг, не Иркутск, Бисбон. А где моя часовая зона? Не Владивосток. Можно было мотать в другую сторону, оказывается. Минск, Москва, нет. Eastern Time. И теперь нас спрашивают зайти под нашим аккаунтом. Ну что, готовимся запускать дрон. Сегодня в таком парке красивом, с видом на корабли. И вот он, готов к первому заполету. И дрон в действии. Вот такой красавец. Вот первый полет дроном. Посмотрим, как он пройдет боевые испытания. Но на данный момент видно, что картинка очень даже красивая. Дрон, к сожалению, не записывает аудио, поэтому аудио его приходится записывать уже после полета. В общем, дрон прошел боевые испытания. И готов к первому настоящему полету. Теперь я пролетаю на дроне над заливом, красивыми яхтами и поворачиваю в сторону парка, где, собственно, я сам стою и управляю дроном. Как вы видите, полет успешный. И вот он прилетел обратно и застыл прямо передо мной. И сейчас я покажу, как это выглядит со стороны, когда я снимаю.
На данный момент я уже снимаю со своего телефона. Не сказать совсем, что очень удобно одновременно снимать, держать в руках пульт и управлять дроном. Даже когда он стоит, непонятно, что может произойти дальше. Вот это вот так выглядит пульт в действии. Слева внизу карта, датчики высоты, скорости. Справа внизу информация о месте карте памяти. И сверху вверху написано количество спутников и сколько времени осталось до того, как дрон будет возвращаться домой и сядет батарея. Вот. И видите, я держу одновременно телефон, пульт и пытаюсь еще что-то сказать. А вот сам дрон застыл передо мной, показывает, что впереди препятствие, сенсор засекли и ждет дальнейших указаний. Друзья, теперь проведем проверку на высоту полета. В Нью-Йорке максимальная высота полета, которая разрешена для дронов, это 400 фит или 120 метров. И давайте посмотрим, как выглядит парк и вообще окраины Нью-Йорка с максимальной высоты. Мы поднимаемся сейчас на 400 фит или 120 метров. И мы можем видеть, что это довольно потрясающее зрелище. Посмотрите, как у нас виден Манхэттен. Возвышается над всем городом. Очень красиво. И дрон держит себя на высоте, конечно же. А это вид с залива. Видно океан, сам залив, ближайшие районы. И, конечно же, красивое голубое небо. Вот так выглядит все это с высоты. А это парк, в который я поехал тестировать дрон. Называется он Ecology Park. Совсем небольшой, с парой дорожкой и насаждением. И вот рядом стоят вот такие красивые дома. Вот он вблизи, с другой стороны. И камера, что интересно, у него поворачивается. Камера поворачивается с вертикального, горизонтальный взгляд. Очень прикольная фишка. В дроне еще много всяких фич, которые можно протестировать, но я оставлю это для других видео. Но сейчас, наверное, последний тест — это специальная функция, где можно задать маршрут дрону. И вот сейчас на видео он проходит сам по маршруту, поднимается, опускается, поворачивает камеру так, как было задано ранее. Вот, я первый раз это протестировал, поэтому это не идеально. Но, как мы видим, это работает и позволяет снимать очень крутые видео по заранее приготовленному маршруту. Ну а сейчас я нажимаю кнопку «Вернуться домой», по которой дрон обязан подняться на высоту и вернуться в точку отправления. И на этом сегодняшний тест будет окончен. Спасибо большое, что смотрели видео. Я надеюсь, вам было интересно. Пишите в комментариях, что можно сделать лучше или что можно добавить. И, пожалуйста, ставьте лайки и подписывайтесь на мой канал. Лайки позволяют мне делать контент лучше и получать, конечно же, фидбэк от вас. Хорошего всем дня!